комиксы про Человека-паука говно! Зачем ты их тогда... Не-не-не, сейчас не так. Зачем ты их тогда читаешь, дружище? Это мой любимый персонаж, но его уничтожает тупая редактура. Назови мне имя хоть одного редактора. Получается... Примерно так сейчас выглядит любое обсуждение современных комов про Паучиныча. Я вот каждый год возвращаюсь к ангоингу Amazing, ознакомливаюсь параллельно с мнениями в интернете, и что авторы, что читатели будто в синергии идеально существуют. Первые десятилетиями издают тайпщит сюжеты с абсолютно микроскопическими изменениями в каркасе истории, а вторые десятилетиями продолжают это покупать и изничтожать праведным гневом луковобронных вырожденцев. Ёбаный пиздец. А самое угарное, обе стороны в чем-то доправы. Типа да, фанат уже даже не ознакомливаясь с материалом, как собаки Павлова заранее бомбят на паучий офис, но при этом и делать вид, что у Паука нет редакционных проблем, тоже невозможно. Так что, чтобы сформировать наиболее полную картину, догнал я нынешний том Amazing, Венома, Карнажа и кроссовер Смертельная спираль, и, будто в другом мире каком-то альтернативном оказался, где Спайди теперь Норман Осборн, Веном Мэри Джейн, Карнаж Эдди Брок, а ангоинг Паука самый экспериментальный тайтл Марвел. Короче, ща пообсасываем, что творится с дружелюбным соседом, как сценаристы редактуру объебали и откуда взялась Смертельная спираль Человека-паука. С самого начала хочу спойлернуть вам одну штуку. Современный том Человека-паука один из самых дерзких и экспериментальных ангоингов большой двойки. Заметьте, не хороших, не гениальных, именно что смелых и неожиданно удивляющих. Понимаю, очень жаркий тейк, но сейчас давайте напомню вам, что вообще творилось с персонажем последние пару лет. Потому что Паркер претерпевал не просто сложный период, а настоящий мрачный пиздец. Предыдущий большой ран Зеба Уэллса начался с просто конченого, абсолютно конченого нахуй байта. Что ж такого сделал Питер? Почему от него шарахаются родственники, друзья, коллеги, супергерои, чумные голуби на улицах Нью-Йорка? И спустя 25 номеров какого-то бреда душевнобольного Купил каждый номер с 2 вариантами обложками. Настолько ненавижу Человека-паука. выясняется, что они с Мэри Джейн оказались заброшены очередным невероятным злодеем в альтернативную реальность. Паркеру типа удалось вернуться за помощью, однако из-за временной аномалии для МЖ прошли годы. Она успела сблизиться с новым персонажем по имени Пол, обзавестись 2 детьми и получить рандомные слот-машин на казино Dragon Money тайп суперсилы. Дети, конечно, оказались магической наебкой, но Паук все равно по возвращению весь ран ходит, такой депрессует и в очередной раз пытается собрать свою жизнь по кускам. Ну, там еще злодей убивает не пойми зачем оказавшуюся в ангоинге Амейзинга Мисс Марвел. Вы только там не волнуйтесь, она практически сразу воскресает, но уже в другом статусе. Плюс там еще всякие войны банд происходят, Бен Рейли не пойми откуда вылезает, Норман Осборн снова делает вид, что он типа ебать полезный член общества. Ну и все, короче, Уэлл закончил, побежал, там дела, бизнес, деньги, вся хуйня. Он на движениях там, мы двигаемся там, понял? Типа вне медиа. И ладно еще, я могу, типа, принять несколько лет уныния, Пол, детей, фейковых арк из пальца высосанных всего этого редакционного цирка, но, может быть, просто предполагаю, в конце-то вы попытаетесь хотя бы выдать катарсис и задеть струнки души. Условно, Питер и Мэри Джейн наконец-то поговорят как живые люди, Пол улетит в свои родные края с некой иронией и доброй улыбкой, а сам Паук начнет новую главу в жизни. Я, ёпта, сценарист, Йоан Шиллинг. Но нет, я сейчас специально перечитал заключительный 60-й номер Уэллса, и там не происходит вообще ничего. Сейчас в одной ютубе развелось пересказчиков комов. Сукины дети, попробуйте этот номер пересказать, потому что в нем буквально 0 событий происходит. Будто это не финал самого продаваемого ангоинга издательства, а просто смена у сценариста закончилась, он в 6:00 встал с рабочего места и побежал быстрее к лифту, чтобы в очередь не попасть. Ну понятно, Уэллс насрал, расходимся. Народ тебе Уэллс насрал. Не, я понимаю, удобно действительно говорить подобными категориями, но, честно говоря, это ж полная хуйня. Ибо до Уэллса был период Бейон с кучей авторов, которые месяцев 10 выстраивали статус-кво Бена Рейли, а в последнем номере по-бырому свернули планы и вернули привычного Паркера. До них был Спенсер, который годами водил читателей вокруг Ван Мордея, Киндреда, обещая, что ну вот, ща, запомни фразу, все будет не сразу, сейчас докопаемся до главной, травмы современного Паука, you know what I'm saying. А в итоге закончил ран чуть ли не еще более беззубо. А до него был Слот, который проворачивал ровно такую же схему, только за свой гигантский ран делал это десятки раз. Потому, если у тебя уже не первый автор подряд упирается в одну и ту же стену, может проблема не только в
авторах? Может, сценаристы Amazing давно не водители, а таксисты, которым редактура уже вбила готовый маршрут, и Пола сзади бухого посадила в говно? Да, тупая редактура. Давайте тогда комиксы без редакторов вообще издавать, чтобы опечатки через слово лезли, авторы красных колпаков фашистскую херню свою массу пихали, а издательство обанкротилось через год. Потому что, если честно, сама фраза «виновата редактура» стала давно такой же ленивой, как и «сценарист насрал». Типа она не объясняет вообще нихуя. Окей, охота на ведьм, давайте сжигать петухов этих. А дальше что? Редактор что, лично пишет диалоги Пола безысходные вот эти? Он выбирает, в какой момент Питер будет стоять с лицом собаки побитой. Он придумывает дизайн убожественный для очередного зла злодейского. Вот об этом, как мне кажется, поговорить куда важнее. Как вообще устроена эта цепочка в офисе Marvel? Где заканчивается редакторский гнет и начинается соус сценариста? И возможно ли в этих условиях вообще написать хороший комикс про Человека-паука? Там низкий потолок, дальше потолка, если связи нет, пацаны, ну вы поняли. Сами знаете. Есть такая тема, довольно массово разошедшаяся в узких кругах. Называется «Манифест Бреворта». Том Бреворт, помимо того, что вырожденец толстый, ты какой-то по лестнице, ёпта, в офис Марвел поднимался, шаги там нахаживал. Он еще редактор Марвел. Сейчас он занимается Людьми Икс и пытается восстановить образ команды после, невнятного периода Хикмана, так его назову. В нулевых курировал Мстители и все эти события по типу Гражданской войны и Секретного вторжения. Однако, пожалуй, самая известная его работа — Человек-паук. Я даже не называю конкретный ранг, потому что все, что вы знаете о персонаже за последние лет 20, так или иначе варилось в его соусе. Brand New Day, Superior, Parker Industries, Синистры Воры, вы, короче, поняли. При этом самое интересное, напрямую с героем Бреворт как будто бы и не аффилирован. То есть, если вы откроете свежий выпуск Amazing, вы не найдете внутри самого сингла имя Бреворта как редактора серии. Потому что фактически тип просто в 2006 году написал манифест на пару страниц текста А4, где изложил свое видение того, о чем должны быть комиксы про персонажа. Это была не священная скрижаль Марвел, которые с горы Синай спустили челяди, а скорее внутренняя записка для периода Brand New Day, когда после One More Day надо было как-то объяснить авторам, что теперь делать с Питером, который после развода с Мэри Джейн теперь снова холостой, молодой, в попу лазает рукой, горячий весь такой вся и так далее. Бреворт сам вначале пишет, мол, это не жесткие правила, а скорее набор мыслей и рекомендаций. Это все залупа, это все фейк-щит. И ключевая мысль этого клочка бумаги в том, что Человек-паук не столько про ответственность, сколько про молодость. Вот у каждого значимого героя или команды в комиксах есть такое корневое слово, описывающее его, их позиционирование. Условно, фантастическая четверка — история про семью. Бэтмен — про превозмогание. Тиранспартанец — про то, как он за шлюхой бежит. Вы поняли суть. А истории про Питера должны показывать его молодым, дерганым, местами эгоистичным фаршмаком, которого жизнь постоянно бьет по ебалу, а он все равно пытается поступать правильно. Спайди должен ошибаться, принимать неправильные решения, быть смешным, приземленным, жить в мыльной опере, по сути. И самое главное, он не должен окончательно вырастать. Он не получит нормальную работу с 9 до 5, не закрепится в спокойной семейной жизни и не бросит страдать хуйней. О, literally me. И мыслята в этом есть. Человек-паук реально стал феноменом, потому что в 60-е на фоне всех этих взрослых, идеальных мужиков состоявшихся был таким молодым невротиком. А в жопиком, какой же конченый, который в шкилу ходил, ругался с одноклассниками, за тетю переживал, хотел денег, славы, любви и периодически вел себя как конченый просто мудень. Проблема скорее в том, что со временем манифест из рекомендаций превратился в клетку для сценаристов. Типа, да, даже авторы Brand New Day потом дистанцировались типа от этого документа и говорили, мол, это неправильно, мы не обязаны были на него молиться, да и вообще с великой силой приходит великая ответственность, никто не отменял, уберите от меня ствол. Но по классике корпоративной структуры как так вышло, что из доброго дружеского совета он превратился в беспрекословное правило. Можно спорить с этим, говорить там, что Бреворт не редактор текущего Amazing, однако чё не пизди, последние лет 20 комиксы про Питера слишком часто двигаются так, будто этот документ в рамочке стоит на столе каждого работника. И все типа калятся, противятся, но в конечном счете вынуждены прогибаться все-таки и портить собственные раны из-за политики компании. И тем не менее, я все равно в рот ебал все заявления из разряда Сценаристы не виноваты. Не получилось, не фартануло. Кидаем помидоры в жирного ублюдка за то, что он когда-то спизданул пару слов, и они спустя кучу лет случайно стали стандартом индустрии. Да, редактура задает стены, бля-бля-бля. Но не она решает, будешь ли ты внутри этих стен сидеть и писюн на после на матрасе дрочить, или соберешься хотя бы обои нормальные поклеишь. И именно в таком контексте мне нравится вспоминать Ранджо Келли. Он как сценарист не побеждает и не может победить редактуру. Нельзя типа приехать в офис Марвел, встать на парковочное место для инвалидов, заблокировать письма из главного офиса, послать нахуй Тома Бреворта со всей его семьей. Раньше со мной никто так не разговаривал.
Потому что все были сильно заняты, вставляли твоей жене. А потом в громкоговоритель объявить: все, короче, пацаны, Паук теперь взрослый, ответственный мужчина, жизни мечты и стабильной работой. Он после нее приходит домой, целует тёчку Мэри Джейн, отправляет добрую смс к любимой тете и стреляет паутиной в висок. Нет, Келли выпали те же карты, что и другим сценаристам Спайди. Те же ограничения, те же рекомендации, те же непреодолимые стены. Просто, в отличие от коллег, он решил не биться об эти стены лбом, а использовать их как декорации и попытаться наебывать по мере возможности. Пришло время уже настоящим пацанам двигаться. По мне, главная его находка — структура. Удивительный Человек-паук выходит 2 раза в месяц, и для такого ангоинга это жесткий режим мясорубки. Те, как сценаристу нужно, загибать пальцы, двигать сюжет вперед, кормить читателя твистами и клиффхенгерами, не забывать о второстепенных персонажах, учитывать пожелания редактуры, вписываться в глобалки, и при этом всем не превращать комикс в мешанину рандомных событий. Долго в таком формате не вывезет даже гениальный автор. Вспомните хотя бы Бэтмена Кинга. Поэтому Келли очень хитро выкручивается из сложившейся ситуации, разделяя ран на 2 линии. После первой вводной арки Питер оказывается в космосе, где получает инопланетный костюм, встречает местных стражей галактики и безуспешно пытается вернуться домой. А в это время на Земле его жизнь начинают замечать другие люди. Норман Осборн, давненько очистившийся от грехов, становится Человеком-пауком. Бен Рейли изображает Питера Паркера. Вокруг бегают Майлзы, Спайдер-Бой и прочая массовка. И благодаря подобному разделению у серии появляется 2 понятных режима. Космический сюрвайвал-боевик с Питером в главной роли и уличная драма с гангстерскими разборками на Земле. Было дело, я пиздел, притянули за базар. Эта же идея круто поддерживается визуально. Космическая и земная линия ощущается как 2 разных комикса внутри одного тайтла. Я сейчас с руками 6-7 сделал, пока это озвучивал. Пеппа, What the Fuck, Шнелли Лараз дает читателю большую, дорогую кинематографичную картинку, где Спайди наконец-то выглядит как главный герой события, а Джон Ромита-младший рисует Нормана гораздо грязнее, жестче и уличнее. Я, если что, издавна первый хейтер Ромита на Руси матушки, мне его стиль карит просто невероятно. Типа, я могу принять эту ugly beauty на условном пипце, максимально кривой, косой самой по себе истории, где все персонажи и должны выглядеть так, будто их собрали из синяков, переломов там. Но когда Ромиту ставят на действительно крупный тайтл по типу Мстителей или Паука, это ничего кроме стыда не вызывает. При этом я понимаю, почему он постоянно мелькает на Amazing. У него как бы культовая рисовка, узнаваемый почерк, плюс он может быстро выдавать материалы, не проебывать сроки. Поэтому вариант Келли, при котором Ромита работает над более простыми земными историями, чередуясь с поистине жестким артом Лараза и не пытаясь изображать космический блокбастер, меня устраивает. Тут, кстати, добавлю про еще одну небольшую хитрость Келли. В это время во вселенной Марвел шло глобальное событие Imperial. То самое с «Присядь, недропирог». И вот что-то мне подсказывает, редактура такая подсела на уши и приказала сделать таин к ивенту Imperial, дабы распиарять его на более широкую аудиторию. А обычно, когда на обложке паучьего выпуска висит плашка очередной важной глобалки, ты уже заранее прикидываешь. В этот раз на ангоинг я деньги не трачу. То, что внутри герой будет 3 страницы смотреть по сторонам, чутка подерется с приспешником 2-го сорта и полетит дальше, забыв это филлерное нечто, как страшный сон. Но тут Келли, отправив Паука в космос, идеально встраивается в Imperial, при этом не ломая основной сюжет. Для Питера это реально часть его линии, а не обязательная рекламная пауза. Тем более в следующем же номере действие вернется на землю к Осборну. Чё тогда и не купить лишний выпуск, да? Кстати, об Осборне концепция «Зеленый гоблин стал Человеком-пауком» звучит как байт уровня «Пацаны хуже Гитлера, ёбаный пиздец». Просто типа рот закрой, иди в какой-нибудь Life News статьи писать, желтушный, сука, журналюга. Однако серия не делает из этого просто шок-контент, а наслаивает поверх байта новые смыслы. Норман надевает костюм и играет героя не номинально. Он действительно пытается стать лучшим человеком и постепенно понимает, каково это жить жизнью Питера. Не просто бить злодеев и шутковать за 300 в ходе драки, а тащить на себе груз великой ответственности. Условно, постоянно спасать людей, но со стороны выглядит как редкий ублюдок, который срывает встречи, не отвечает за слова и забивает полностью на повседневную жизнь. Это и раньше мелькало то тут, то там в комах и Спайди, но за счет Осборна мысль раскрывается сильнее. Когда бывший зеленый гоблин, по сути, проговаривает для себя, насколько погано быть в шкуре Человека-паука, ты сам начинаешь прочувствовать это на другом уровне. Ну и в целом, Келли невероятно круто работает с душевностью. Когда Суба зашел в кадр, сразу пошло душевное общение, искренность сразу. Да, он не может изменить саму суть персонажа. Питер здесь все такой же мудень. Пропадает, врет, обижает Близи, проебывает перспективы. Но последствия этих действий действительно важны. Люди вокруг видят и чувствуют боль от подобного отношения. В этом плане особенно глубоко трогает сцена с тетей Мэй. Она в бешенстве, потому что ее племянник просто исчез на 2 месяца и, как ни в чем не бывало, вернулся с натужными оправданиями. И момент, когда Питер извиняется перед Мэй, а она просит быть с ним честным и обещает простить, если
он больше никогда так не сделает, работает именно потому, что они оба понимают всю игрушечность и фейковость происходящего. Питер не может сказать правду. Завтра кто-то опять будет падать с моста, гореть в доме или умирать в переулке, и он снова сорвется спасать людей, бросив всех близких в реальной жизни. А тетя Мэй снова простит племянника, потому что любит его и принимает, каким бы он ни был. С точки зрения, это, конечно, погано пиздец. Паук как персонаж никогда не изменится и будет вечно существовать в положении эдакого безалаберного подростка. Но Келли хотя бы не пытается продать мне взросление героя, а честно проговаривать его проклятие. Питер не может быть искренен с людьми, которых любит. И это куда сильнее, чем любой пафосный спич уровня «Никто рядом со мной больше не умрет». Our nonchalant, let's go. Это у Слота вроде было, после чего буквально в следующем номере погибает жена Джона Джеймсона. Пиздунск толстый. Еще последнее самое вставлю. Мне неожиданно зашло, как Келли работает с оригином персонажа. Он не просто снова пересказывает укус паука, потому что вдруг кто-то за 60 лет не понял, что вообще произошло, а аккуратно перепрошивает представление о том, каким Паркер был до сил. Потому что если сейчас перечитать первые выпуски Ли и Дитка, Питер там, конечно, достер абсолютный. Простомол в очках, ёпт, с тройными линзами. Приходит с тетей на школьный бал, разговаривает, блядь, шекспировскими фразами, спорит на людей, как на низшие формы жизни, удивляется, почему его никто не зовет бухать за гаражи. Что парадоксально, современный Паркер с этим образом уже давно не склеивается. Между ними десятки лет развития, отношений, смертей, побед и провалов. А Марвел все равно периодически пытается показать, что «а вы помните, каким он был школьным изгоем с папкой для учебников?» Келли же через флешбеки делает Питера до укуса более живым. У него были друзья, он устраивал тупые подростковые приколы, бухал и блевал в толкане, конфликтовал с родителями, ругался матом, учился боксировать Эдди Бена в конце концов. То есть жил реальную жизнь, а не был карикатурным ботаном и лузером. И как теперь ассоциировать себя с главным героем? Не канон. К тому же, это еще раз показывает, что паучьи силы стали для него не даром, а скорее проклятием. Вроде известная штука, но, опять же, акценты и позиционирование безумно сильно влияют на восприятие истории. И вот именно с этой стороны мне хочется называть нынешний том Эмейзинга интересным экспериментальным комиксом. Да, там хватает спорных решений, от него все еще пасет манифестом Бреворта, да и сам подход к пауку глобально не изменился. Но за работу внутри этих ограничений и изобретение методов, как эти ограничения обходить, еле хочется респектануть. Возможно, он как сценарист сделал первый шаг к изменению устоявшихся норм и дал надежду будущим авторам ангоинга. Пока рано. Ты сам поймешь, когда время. В любом случае, это все какие-то предикты, аффирмации в никуда. Давайте лучше побазарим про смертельную спираль. Громкий кроссовер всех паучьих серий. Короче, там эксклюзивы, подкасты, Печень Лось плюс. По сюжету в Нью-Йорке появляется новый серийный убийца по кликухе Тормент, который охотится на не просто случайных прохожих, а людей, связанных с Питером Паркером, Мэри Джейн Уотсон и Эдди Броком. Типа фамильное древо Паркеров, Уотсонов и Броков. Идет он не сразу в центр, а по спирали. Сначала дальние связи, потом ближе, пока круг не сомкнется вокруг главных героев. То есть злодей буквально смотрит на генеалогическое древо Паука, Венома и Карнажа и такой: да, это старая милая бабка, которая по линии друга, подруги, тёлки, брата связана с Эдди Броком, заслуживает мучительной смерти. Я вообще прикалываюсь, потому что на самом деле как идея для паучьи симбиотного триллера это прям супер. Типа, возвращаясь к тейку из манифеста про мыльную оперу Паркера, все эти семейные романтические связи этих персонажей реально выглядят как конспирологическая доска Дмитрия Ларина на подкасте с Маркаряном. Day one day. Из нее можно и интересную глобалку высосать, и почистить заодно лишние элементы всякие. В стартовом ваншоте нам показывают, что Тормент уже начал охоту. В новостях мелькает убийство людей с нужными фамилиями, полиция нихуя не понимает, а Эдди Брок пытается жить с Карнажем внутри себя. Да, если что, Эдди теперь не Веном, а Карнаж. Они там оба оказались в либо со мной, либо умри тайп дерьме, вынуждены были слиться, ну и Марвел, естественно, не стали терять концепт. Позвали такие Чарльза Соула, поставили Хесуса Сайза с чистым, плотным, почти киношным стилем и дали идеальную базу для психологического триллера. Эдди, бывший Веном и Король Черным, пытается удержать внутри себя самого мясного и отбитого симбиота. Плюс именно там заранее начали сдвигать тему смертельной спирали, Тормента, охоту по связям, всю эту хуйню. Именно поэтому пиздец просто смешно, что серия Эдди Брок Карнаж закрылась на 10-м, по-моему, выпуске, еще до старта Death Spiral. Тут сразу хочется завизжать. Редактура, суки! Опять все проебали! И в целом, да, запускать кроссовер вокруг Карнажа, предварительно грохнув его, собственно, ангоинг, это ебаный позор. Но будем честны, Соул тоже красавец, конечно, тебе дали такой крутой концепт, художник, который мог все это нормально вытянуть визуально, а ты написал настолько унылый ангоинг, что его никто не покупал, и Марвел пришлось судорожно распихивать недошованную арку Эдди по оставшимся в живых сериям. Но пока это не так сильно бросается в глаза, потому что стартовый ваншот бодро собирает фигуры. Брок живет с Карнажем внутри и пытается не сорваться, Тормент где-то уже на фоне режет людей по фамильному справочнику, а параллельно нам вводят нового Венома.
и от Мэри Джейн. Причем, как бы смешно вроде бы сама фраза «Мэри Джейн теперь Веном» не звучала, Эл Юинг умудряется продать такую шизу. Мужик вообще 4-й год пишет Венома и постоянно меняет режимы. Сначала у него была душная космическая мифология с богами, таймлупом и Immortal Hulk вайбиком. Потом Веноворс, рестлингом, Майкл Бэй, тайп-щитом и разборками, кто кому симбиотный батя. А теперь All New Веном. Почти такая детективная завлекалочка. Угадай, кто Робби Робертсон, Мадам Маска, Рик Джонс или Люк Кейдж является Веномом. Это была реально одна из немногих серий, за которыми я следил прям в ангоинге и вообще не ожидал, что по итогу Мэри Джейн дропнет свое дерьмо в массы. Но дело на самом деле не только в твисте дешевом этом. Я прям чувствовал, как Юнгу нравится писать серию. Там и травля пола жесткая со смертью психологической, и диалоги угарнейшие в ходе расследования, и в целом супер позитивная и драйвовая аура такая. Ну и вишенкой на торте сам концепт Мэри Джейн, сталкнутый с симбиотом, неожиданно круто работает. Ведь героиня внезапно оказывается в ловушке Питера Паркера с тайной жизнью, постоянными исчезновениями, враньем близким и вынуждена пересматривать собственные взгляды в связи с новыми обстоятельствами. Поэтому, когда смертельная спираль сталкивает Питера, МЖ Венома и Эдди Карнажа, у кроссовера появляется не просто набор красивых фигурок для обложки, а нормальная внутренняя логика. Ибо все трое так или иначе живут с монстром внутри, пытаются держать контроль и делают вид, что их жизнь в порядке. Дальше кроссовер переезжает в Amazing Spider-Man, где Питер впервые сталкивается с бывшей в новом обличии. МЖ мутуется с Леди Осьминог и Шокером, Паук взлетает в замес и, конечно, сначала думает, что перед ним Эдди. Но кто еще может быть Веномом? Наивный пиздюк. Но тут симбиот спадает, Питер видит Мэри Джейн, и это один из тех моментов, где комикс работает просто на чистом абсурде ситуация. Тип пережил Пола, детей, магических Норманов в своем костюме, космос, только вернулся домой, а теперь его бывший еще с новостями добивает. Но сцена, наверное, не просто ради вау-эффекта нужна, потому что между Питером и Мэри снова образуется связь. Связь, которую я лично не чувствовал на страницах ангоинга очень давно. Дело не столько в отношениях-неотношениях, а том, что у них общий страгл наконец-то появился, и тема для разговора банальна. Помимо былых историй и воспоминаний о прошлом. Это на самом деле важно, возвращаясь к разговору о манифесте. Ведь так или иначе персонажи теперь всегда будут связаны. И если уже не хотите женить их и рассказывать о счастливой жизни семейной, то хотя бы таким способом сделать их добрыми друзьями — отличный ход. Но я пока пиздел, там Тормин Шокера убивает. Почему Шокера? Потому что внезапно выясняется, что Герман Шульц каким-то дальним боком, хуем, блять, левым связан с семьей Уотсоном через брачную линию. Вообще Марвел перед событием батили смерть важного персонажа, связанного с Питером, и в итоге у нас погибает Шокер. Ну или Пол. Извините за спойлер. Я просто сейчас до сих пор не понимаю, кто из них важнее для мифологии Человека-паука. Один десятилетиями бегает с вибраторами на руках и поебал получает, а у второго появлений 20, наверное, на страницах комиксов all time. Ну, знаешь, я просто очень не люблю клауд-чейсить, знаешь, вот влезать там... Ну, короче, на месте убийства остается кровавый след, и все начинают думать на Карнажа. Паук и Веном идут по следу через преступный мир, а в это время Эдди понимает, что следующей целью может стать его отец Карл. Пытается спасти его, не успевает, и Тормент убивает Ботоса. Ёбаный пиздец. По идее, для Брока это должна быть мощная точка. Он вот, мол, потерял близней, ему все труднее контролировать желание выпустить монстра изнутри, you know. Но из-за того, что личную серию Эдди Карнаж закрыли до кроссовера, вся драматургия просто мимо нах полностью проносится. Нет времени, ты ёб чужой серии на птичьих правах рот свой закрой и пиздуй там по сюжету дальше. Так или иначе, после Шокера и Карла Брока спираль сжимается в жопе уже вокруг самых близких. Тормент выходит на Пола и Дилана, который сын Эдди Брока. И вот тут, конечно, наступает момент, ради которого часть фанатов вообще могла купить кроссовер. Пол, самый любимый персонаж современного Амейзинга, внезапно не просто стоит в углу, отмалчивается, а реально совершает героический поступок. Закрывает собой Дилана и погибает. Воу! И хочу заявить, что это поистине новаторский ход для индустрии. Смерть персонажей уже давно стала клише, в нее никто не верит и не погружается эмоционально, поэтому супер тупо было бы давить на грусть и трагичную ситуацию. Тем более мы, бля, о Поле говорим. Ты, если читаешь этот кроссовер и вообще в индустрии варишься, чтобы знать, что за Пол такой, то так или иначе понимаешь, что сначала Пол просто всех бесил и нервировал, а затем в ране Юинга на Веноме оказался, где, как я уже ранее рассказывал, просто травля ебаная какая-то над персонажем происходит. Его Мэри Джейн бросает, Дилан называет уебком бесполезным, жизнь мотает туда-сюда, никто не хочет вообще уважать заслуги. Хотя он даже ничего такого не делает. Пытается помочь бедному Дилану, который без отца остался, наладить отношения с МД, быть человеком хорошим. Но все вообще похуй, просто уже хейт без остановки прет. Именно поэтому его смерть — это не ужасное шокирующее событие, а праздник настоящий для всех читателей. Празднуем смерть Оппа сегодня за мой счет. Я вот такого в комах никогда не видел. Браво, смертельная спираль. После этого радужного счастливого момента Карнаж окончательно отделяется от Эдди, цепляется к Торменту и летит в Фист, где находится тетя Мэй и маман МД. Агент Антивена пытается их прикрыть, а Карнаж начинает резать вообще всех подряд, потому что ему, в отличие от Тормента,
сюжета. Даже мотивация особо не нужна. Тот хотя бы делает вид, что у него концепция, коммерция, спираль, там связи, символизм, а Карнаж, он чисто за культуру двигается. В какой-то момент в этой мясорубке симбиот добирается до Питера, и мы получаем главный визуальный байт события — Спайдер Карнажа. И вот тут, как ни странно, обложечная херня реально попадает в тему. Питер же типа весь кроссовер пытался остановить чужой симбиотный ад, но спираль уже сократилась настолько, что он сам стал ее частью. Я понимаю, это такой комиксоголовый ход скорее, но я в нем вижу какую-то глубину, поэтому нормально. Паркер Карнаж чуть не убивает всех вокруг, Эдди помогает вытащить Питера из-под влияния симбиота, а Мэри Джейн сбрасывает Тормента с крыши. И вот это на самом деле очень показательный момент для всего кроссовера, потому что Тормент — это эталон такой темы, как персонаж-функция. Он изначально появляется, чтобы запушить историю, походить по генеалогическому древу с ножом, убить там нужных людей, подвигать эту тему спирали в массы, довести героев до финальной точки и сразу же умереть. Все, он не личность, не злодей никакой, а просто рычаг, блять, сюжетный. Я к такому подходу, честно говоря, на отвращение максимально. Все-таки антагонист должен вызывать эмоции. Но, с другой стороны, в роли функции он прям как влитой сидит, вот как будто так и надо было. К примеру, смерть Тормента создает новую линию для МJ, потому что она вот не до конца понимает, что произошло в момент падения. Это она его убила, симбиот контроль перехватил, или Тормент сам сорвался с крыши. И вот это такой типа крючок для ее собственного ангоинга, который Юнг уже начал развивать потихоньку. И возвращаясь к концовке, там после драки Эдди сдается полиции, Карнаж, конечно, выживает, а еще нам подкидывают новую семейную хуйню Питера. Потому что во время всей этой темы с Паркерами, Вотсонами, Броками появляется некий мистер Крейн, за которым приходит Тормент, тоже как за родственника Паркера. И он от Тормента, то есть узнает, что он одной кровинушки с Человеком-пауком, проходит генетический скрининг и снова объявляется в современных уже номерах Amazing недавних, и приходит к тете Мэй такой: я твой сын, Паркер, я твой брат сводный, вся хуйня. Получается, что тетя Мэй ебалась. Шлюха. И это, с одной стороны, прям тупо. Вы только почистили лишних персонажей в этой Санта-Барбаре паучьей. И тут же нового вводите в сюжет. Но с другой, это хотя бы логичное последствие самой идеи кроссовера. Если Тормент весь вен копался в связях, фамилиях и родословных, то после него у Питера не просто типа, ну ладно, все, он умер, расходимся, а остается новая тревожная дверь. То еще с ним связано? Чего еще он не знает о собственной семье? И вот так на самом деле со всем событием в целом. Я не могу назвать «Смертельную спираль» ни комиксом гениальным, который каждый обязан прочитать, ни полным говном отвратительным. Я понимаю, да, кроссовер странный, кривой, убогий в чем-то. Он написан через жопу. В нем полно редакторских проебов, вроде закрытия серии Карнажа еще до начала ивента. Или того, что первая часть спирали, вот эта вот маленькая история, вводящая Тормента внутри сингла для Дня бесплатных комиксов, вышла в 2025 году еще, за, блять, 1,5 года до самого кроссовера. Так вообще не делается, это явно проеб какой-то офиса Марвел. Короче, понимаю людей, которые посмотрят на современного Паука и скажут: Бля, куда скатили моего любимого героя? понимаю, но не принимаю, я их рот ебал, потому что в этой неидеальности я вижу жизнь. Меня искренне радует наблюдать, как персонаж существует внутри неидеальной, шумной, местами тупой индустрии. Как там Келли пытается наебать редактуру. Как Юнг через релаунчи ведом тайтлов своих создает действительно драйвовую единую историю. Когда же сама смертельная спираль из ниоткуда высирается и на месте уже пытается разобраться, о чем она и зачем. Меня могут бесить эти комиксы, провоцировать недоумение и злить, но тем не менее я хочу следить за ними и видеть, как сценаристы, художники, редакторы, персонажи, да все, бля, барахтаются в говне бурлящем и пытаются сказать свое дерьмо. Я ведь то же самое делаю. Ты знаешь, я не могу показать, что я в чем-то слаб, всегда все делаю сам,